Всем привет! Сегодня мы направляемся в Ковент-Гарден. Изначально я думала, что Гарден это какой-то красивый и зеленый сад, но на самом деле это район, расположен в Вест-Энде Лондона и славится своими развлечениями и разнообразием театров. Здесь находится элегантная пешеходная площадь с модными магазинами, яблочный рынок с лавками изделий ручной работы и Королевский театр. В районе также расположен построенный в 17 веке собор Святого Павла, у которого любят выступать уличные артисты, и музей общественного транспорта со старинными экспонатами. И кое-что из этого нам сегодня удастся посмотреть. Давайте смотреть дальше. Как только вы доехали до Трафальгарской площади, встаете на станции Чаринг-Кросс, потом вы сразу же идете от Трафальгарской площади наверх, по прямой вы пройдете совсем немножко, переходите через зебру и дальше тоже все время по прямой идете и доходите до поворота, на котором будет вот такой паб, Мистер Фокс, это будет таверна, и уже от него тоже там будет очень узенькая улочка, по которой мы сейчас идем, и все время идете вот так вот по прямой, переходите здесь дорогу, и можете видеть большое количество разных магазинов, и вот вы уже пришли к Ковент-Гарден. Where is this place? This? После стирок динозавров я не вижу. Так это не динозавры, Андрюша. Динозавры мы пойдем позже, я же не говорила, что сегодня. Мы приехали не в конкретное какое-то место, а просто погулять по району. Мы шли все время, как вы видите, по прямой, но остановились. Муж увидел какой-то проход, и мы вернулись, и сейчас туда заходим. Зашли мы в какой-то проулочек, а здесь оказалась целая такая, даже не знаю, как назвать, просто красотища, живописная местность. Зашли, здесь в проулочке много разной зелени, цветов, возможно, это, по-моему, даже было кафе. Здесь так уютненько, прикольно и необычно, такие райончики я никогда не видела в Украине, поэтому очень интересно гулять по новым местам, узнавать что-то новое, видеть и... Давайте прогуляемся вместе с нами. Дальше мы пошли также по прямой и вышли снова в очень красивое место. Мне очень здесь нравится. Немножко уже начинают украшать, наверное, к Крисмасу, потому что здесь Крисмас 25 декабря, и уже Лондон начинает преображаться.
Take picture. Как вы можете помнить, в начале видео я сказала о том, что здесь очень много различных магазинов. И как вы можете наблюдать, это действительно так, потому что магазины расположены на каждом шагу, на любой кошелек и любой вкус и цвет. Судя по тому, как много здесь вообще людей, это место, этот район достаточно популярный. Check. Keep taking a picture. Do you know about this? Okay. И также в начале видео я упомянула, что в этих местах очень любят выступать уличные артисты. И вот вы можете сейчас за этим понаблюдать. Кстати, за этим вот мужчиной я долго наблюдала и спереди, и сзади, и пыталась понять, как же он это делает. Поэтому, если у вас есть идеи, напишите, как он вообще это делает, как это вообще происходит. Там какая-то палка есть, и он на ней стоит, но он же как-то крутится. В общем, напишите, если кто-то знает. Через несколько метров спустившись вниз, мы снова увидели уличного артиста, но я не до конца поняла, что он делает, что он имеет в виду, потому что не до конца разобралась с его акцентом и из-за этого не смогла перевести себе на русский. Поэтому давайте посмотрим, возможно, вы поймете, что он делает, и если вы знаете лучше английский, напишите в комментариях, что он имел в виду, потому что многие люди смеялись, а я вообще не понимала, из-за чего. Давайте смотреть. Magic show. Coin foot. How you doing? A little thing with a coin and a foot. There's a man following you. Coin foot. Goes all the way up the leg, up the body, straight into the eye. I'm not even sure how or by that reaction why, but I tell you what, Alyssa, you're so cool, you can keep that. I'm joking in silver. I'm going to do a little trick with a rope, and then I am going to do something dangerous and risk my life here live in Covent Garden. It's going to happen. Here we go. This is a little close-up magic trick, so everyone take a big step towards me. Excellent. If you don't speak English, call me everybody else. Thank you. Yeah, actually, I'll go back a bit. It's fine, I've already moved you once. Yeah, perfect, perfect. Little close-up trick with some rolls. I didn't quite get it. It's close-up magic. You're not close-up, it's not even magic. There's another, you can lean on this boat, this is pretty tough. Here we go. Got a bit of rope about the length of my arm, normal rope, the type you find in any bedroom. Oh, she understood. You can check that button, yours, you know that rope. Thank you. Put it, test it, check it, make sure it's just a bit of rope. I got this one about the length of my leg. This lady looks strong, make sure it doesn't stretch, lady. And this one's about the length of my foot. I saw you making up your own jokes, lady. There's kids here, what the hell? Check the rope, put it, test it, check it. Make sure it's just a bit of rope. Yeah, come round so you can see, guys. Join us, make me look good. Thank you. How you doing? You okay? How old are you? Pardon? 17, no wonder you look tired. Don't wait, 3 years, you'll wake up, it'll be amazing. Okay, you're happy that's just rope? Oh, look, teamwork, love it. Throw me the rope, please. Oh, tangled, hang on guys, I'm tangled. Throw me the rope. Oh, that's good throw. Happy, you happy it's rope? Throw me the rope. Excellent, you happy? How did you get it? Throw me the rope. Thank you. Oh, good throw, kid. Here we go, 3 bits of rope. To make this easy, ladies and gentlemen, the world champion Pokemon hunter. She keeps trying to distract him and make him live in the real world, but he's going to catch them all. Catch them all, so. Look at all those Pokeballs. He's going for it. Must be a Pikachu. Here we go. To make this easier to follow, I make them all around the same length. So I'm going to use 3 bits of rope about the same length, just to make this easier for you guys to follow. Some of you look confused, some of you don't fully appreciate the properties of rope. So I'll get rid of one and use one. Join the audience, guys. Make me look good. It's okay. I hate gaps. I'm a street performer, not a gynecologist. Help me out. Here we go. I'm going to use 1 bit of rope. 1 bit of rope for this.
make it simple and easy. A moment ago I did have 2 bits of rope like this, all of a sudden I had 1 bit of rope like this and nobody clapped. I'm going to wait for it. I'm guessing you were stunned. Young man, take your hands out of your pockets before you clap. My brother used to clap like that, now he's my sister. I'll show you something in rope magic that no one else does. Look, these two just met on Tinder, they're already arm in arm off to the hotel. Did like that? Internet does work. Hello. Дальше мы пошли проверять, что же есть интересного в этом районе, и попали на известный королевский оперный театр Ковент-Гарден Royal Opera House. Это театр в Лондоне, который служит местом проведения оперных и балетных спектаклей, публичная сцена Королевской оперы и Королевского балета. Расположен в районе Ковент-Гарден, по которому и получил свое название. Okay. Hello, sir. What's your name? Warren. Pleased to meet you, Warren. And you are? Tam. Pleased to meet you, Tam. Tam? Sure, you can have a kiss. Don't ask then. Now you've made me feel hurt. I wasn't thinking that kisses were on the card, and then you... That's teasing. All right. Tam, meet Warren. No, come on properly, come on. No kissing, obviously, the kissing time. No, come on, but more than handshaking. Come on. Come on. That is the hardest part of my show to get done. And nowadays, the most dangerous. Tam, Warren, grab hold of the unicycle wherever you comfortably can. Beautiful stuff, good. All right. Now this is what I'm going to do. No, just... Вот здесь я уже ускорила видео, потому что этот мужчина пытался держать внимание, очень долго как-то пытался развлекать, разговаривать с аудиторией, с вот этими вот 2 мужчинами, но на самом деле это было очень долго, где-то минут 10 он просто болтал, мне уже стало безумно скучно, но уже интересно было досмотреть до конца, что я зря стояла столько времени, чтобы не узнать, что там до конца, что он хочет показать. В общем, сейчас вы можете видеть, он все продолжает болтать, и это очень долго продолжалось. Я думаю, что он максимально потерял внимание аудитории, но они просто стояли, скорее всего, как и я, ждали конца. В общем, как видите, он безумно долго все это делал, бегал по кругу, пытался заражать народ, вовлечь их вот в это вот все действия, но народу было скучно, скорее всего, и они уже начали расходиться, я бы тоже ушла, но ждала до конца. В итоге в конце он просто сел на колесо, проехался 2 раза, наверное, по кругу,
так же, как он и бегал, только проехался на колесе. И на этом все. Потом он попросил, если кто-то можете ложить деньги, собирал тоже. И, как всегда, люди разошлись на этом же месте. Я не засняла этот момент, но люди быстро начали расходиться. Не знаю, то ли от того, что наконец-то это все закончилось, то ли из-за того, чтобы не давать деньги. Также возле оперного театра находится Apple Market. Это рынок, где вы можете приобрести не яблоки и не айфоны, а, например, в понедельник это настоящая находка для любого коллекционера. Вы можете здесь найти как чайные сервизы с серебряной тарелкой, так и винтажные украшения и керамику. Со вторника по воскресенье вы можете здесь найти украшения ручной работы, акварели, красивые поделки. Также можно найти различные коллекции ручной работы у шеф-повара Габриэлы Остин. Также вы можете найти любые приспособления для кошек и собак, невероятные портреты животных, которые выполнены из керамики и масла. Также здесь есть киоск, который посвящен старинным столовым приборам, которые уникальные и единственные в своем роде украшения и аксессуары. Они могут создаваться из вилок, ложек, даже щипцов для сахара, рыбных ножей и ножей для масла. Также здесь вы можете приобрести любой антиквариат, все вещи винтажные, фамильные реликвии, различные сладости, все что угодно, все на любой вкус и кошелек. А этот мужчина мне показывал, что нельзя снимать его товары, но из-за его акцента я его совсем не поняла. Он мне продолжил говорить не снимать, а я наоборот подумала, что снимать, и продолжила его снимать. Ну а сейчас, ребята, будет самое интересное. Впереди нас ждет Тауэрский мост, Тауэр Бридж. Это комбинированный подвесной мост в центре Лондона над рекой Темзой. Он находится недалеко от лондонского Тауэра. И давайте перед тем, как увидеть всю эту красоту еще вечером, я вам очень коротко расскажу какие-то интересные факты. В 1952 году водитель автобуса с пассажирами оказался на мосту в момент разводки, представьте, и, ускорившись, заставил автобус перепрыгнуть с одного поднимающегося крыла на другое. Вообще не представляю, что чувствовали пассажиры в этот момент. Также есть такой интересный факт, как внутри каждой башни есть винтовая лестница в 300 ступенек и 2 лифта, берущие сразу 30 человек. Один лифт предназначен для подъема, другой для спуска. Также, что есть интересного, это в 1912 году летчик Фрэнк Маклин пролетел на своем биплане между 2 ярусами пролетов моста, уворачиваясь от столкновения. Вообще представить не могу, как это все было. И еще один интересный факт, это в 1968 году американский бизнесмен из Миссури Роберт Маккаллах купил предназначенный к сносу старый лондонский мост, его разобрали и привезли в США.
Ничего в этой жизни не дается легко. Чтобы достичь своих целей, необходимо идти на определенные жертвы, тратить свои силы, время, ограничивать себя в чем-либо. Иногда бывают моменты, когда хочется все бросить и отказаться от мечты. В такие моменты вспомните, как много вы получите, если пойдете дальше, и как много потеряете, если сдадитесь. Цена успеха, как правило, меньше, чем цена неудачи.